Овен, обзор энергии на август 26 года для вашего знака зодиака. Коридор затмений, лунная фаза, которая позволит завершить старое. В конце этого видео я вычту цифровое послание, которое будет подсказывать тебе, что ты на правильном пути. Ведь ты здесь не случайно. Первую карту вытаскиваю из колоды корни и крылья. Да, это информация, на которую овнам стоит обратить внимание. Идет именно даже, возможно, сфера, в которой вы сможете достичь определенного сдвига и результата. Что у нас для овнов на август? Благодать. Закрепиться в благодати. Такой лотос. У лотоса сильное есть метафорическое значение. Вот. И даже если жизнь принесет какие-то испытания, примите их состояние благодати, и это позволит вам выработать внутреннюю стабильность, и покой поможет принять изменения. Вообще август – период, в которых у нас есть несколько ключевых дат астрономических, астрологических. Да, это символичный символ врата льва 8 августа. Вообще в духовности принято считать, что это такой очень изобильный период, в котором проявляется то, что должно было проявиться. Изобилие в данном случае – это новые встречи, новые возможности, это новое осознание, это внутреннее чувство богатства. Да? Богатство – это опять не про миллионы, это про осознание своей целостности, осознание своего пути. Да? Для тех, кто меня смотрит, вы знаете, что здесь я даю подсказки, маршруты, как навигировать в энергиях каждого периода, да, для того, чтобы, скажем так, максимально эффективно и в согласии с собой проживать эти изменения, которые влияют на всех людей, да, и чувствовать баланс, гармонию и получать удовольствие от жизни. Сейчас гляну по Таро, овны, что для вас приготовил этот период. Так, вот две карты сразу. Королева жезлов, туз пентаклей. Значит, важное изменение для тех, кто просто ждал у моря погоды, да, и думал, ну, когда же придут деньги, вас, знаете, как выдвинут в состояние действия, да, то есть нужно действовать, предпринимать, причем выходить за рамки устоявшихся и состоявшихся каких-то ваших обычаев, да, и предпринимать некоторые шаги, которые на первый взгляд могут умом восприниматься как какая-то угроза, потому что я так никогда не делал, да, но эта позиция, скажем так, нерабочая будет в этот период трансформации отношений к себе. Да, и вас, кого-то, овны, даже, можно сказать, вынудят выйти из этой зоны комфорта. Я вот только так умею, только так делаю, да, и позволить себе увидеть масштаб и горизонт возможностей, которые вам приготовила судьба, идет, да, для кого-то Вселенная, да, то есть те, кто занимается духовным развитием. Духовное развитие в данном случае не только смотреть видео, но и интегрировать полученный опыт в проживание, да, и чувствовать это, то для вас как раз широта восприятия, да, и показывает, что как новая такая какая-то даже реальность, в которой вам становится проще оперировать в каждодневной жизни, в быту, да, и то, что раньше казалось тяжелым, будет, карта солнца, то, что раньше казалось тяжелым, станет легким и маленьким, да, и как будто приобретутся новые ценности, да, то есть новые приоритеты. Вот, и для кого-то овна выход из стагнации как раз есть в предпринять этот шаг в том направлении, где вы никогда не были, да, то есть отдача неизвестному, идет такая фраза для вас, овны, отдача неизвестному. Карта солнца, да, в данном случае вообще энергии очень светлые идут, очень много солнца, очень много света. Изобилие закладывается в вашем отношении к себе, да, то есть то, как вы со вниманием относитесь к своим внутренним желаниям, к своим внутренним потребностям и их исполнению, проявится во внешнем мире для вас. Вот, и это еще, знаете, подкрепит, скажем так, вашу какую-то внутреннюю самооценку, да, и самоценность, когда вы понимаете, я не то что даже достоин, да, у меня все в жизни появляется самое лучшее, что мне необходимо. Вот, карта император. Материя сама вас прям как, знаете, подталкивает и подсказывает в августе, овны,
для вот этого нужного, необходимого шага. В каком направлении сфера, да, здесь попробуйте сделать такую простую практику, да, остановиться несколько минут, послушать, ухо зачесалось, и послушать в свой внутренний голос, да, о том, где ваша душа хочет проявиться. Когда человек живет в состоянии контакта со своей душой, ее слышит и с ней разговаривает, душа становится все более громкой, вы начинаете лучше слышать. И в коридоре затмения у нас 12 августа солнечное затмение в Львах. Это идея вообще этого затмение про проявленность, про такой, знаете, смелый выход в реальность, создание новых каких-то проектов, да, то есть именно из эмоциональной наполненности, не из чувства нужды и отсутствия средств, а из состояния «я все могу, у меня все получается». И 28-го частичное затмение лунное затмение в рыбах. Рыба — это очень духовный такой знак, да, и он про отпускание того, что больше вам не служит. В данном случае это просто ограничивающие убеждения какие-то, это какие-то структуры, драматизм даже для кого-то, да, то есть львы, овны, которые привыкли на все остро реагировать, эмоционировать, вам пространство, Вселенная покажет, что вы так только тратите себя, да, свой внутренний ценный такой запас энергии, да, и эту энергию лучше перестать тратить на эмоциональные переживания, переключить и тратить на то, что действительно приносит вам удовольствие и радость, да. Вообще в целом энергии очень поддерживающие в августе, много чего для овнов сдвинется с места, да, но опять же важно не сидеть, да, в ожидании у моря, ждать у моря погоды, а предпринимать действия и поступки. Не из состояния просчета, а из состояния движения, внутреннего отклика на вот это желание души в проявленности. Что еще для овнов? Овны, которые экономили на себе, при этом у вас может быть достаточно финансовая возможность, но вы экономите на себе, вы можете почувствовать, как вы сами себя обделяете, да, и это тоже будет такой для вас знак, маркер того, что, знаете, живем один раз, да, и важно сопровождать вашу жизнь вот этими земными радостями, потому что этот опыт, который вы пришли сюда проживать, он уникальный, да, и многие овны начнут чувствовать как раз радость, карта сама выпала, да, радость в том, чтобы карта императрица, ну, слушайте, император, императрица, заземление плодородия, заземление своей уникальности через подтверждение вот этой внутренней целостности, да, и через подтверждение того, что я могу и мне это доступно, да, то есть когда вы, овны, позволяете себя баловать, да, то есть не ограничивать себя там потом я куплю эту обувь, потом я куплю там эту вкусную еду, и потом я себя буду когда-то баловать, да, то есть вот этот старый сервант с бабушкиным хрусталем, эта структура, она у вас может сильно отыграться в состоянии чувства нехватки, тоски, тревоги, да, то есть балуйте себя, овны, балуйте себя в августе, позволяйте, потому что энергии как работают, что чем больше вы себе позволяете баловства, тем больше вот этой энергии изобильной начинает проявляться, да, и здесь все напрямую зависит только от ваших действий, никак по-другому, только ваши действия, да, то есть пространство сейчас с 20 июля начинает уже работать по новому курсу, да, и этот новый курс, он действует очень просто. Подумал, захотел, исполнил. Все. Понимаете? Просто. Вот, что-то еще для овнов на август. Что еще у нас для овнов? Колесо фортуны, ну, овны. Здесь прям, знаете, идет такое послание от ангельских энергий: доверьтесь просто, доверьтесь потоку, доверьтесь своей внутренней интуиции. Вот, ну, не той, которая кричит, что все плохо, а той, которая звучит и говорит все хорошо. Потому что интуиция, когда все плохо, это страх. И страх не является вектором развития человека ни в изобилии, ни в какие-либо, знаете, духовные прозрения, да, то есть страх нужно отпускать и действовать когда с вами говорит душа, когда с вами говорит интуиция, она всегда говорит положительное, никогда негатив она не говорит, негатив говорит ум, негатив говорит страх, обида, там, горечь и прочее, да, то есть это просто
нажитая программа, которую необходимо отпустить, и 28-го лунное затмение частично, оно это может подсветить. Вот, и здесь уже в ваших копытцах, Овны, как вы с этим решите поступить, да, либо отдаться в этому, вот эмоционировать, то, о чем я уже говорила в обзоре, проэмоционировать, растратить свой драгоценный ресурс на вот эту реакцию, потом чувствовать себя опустошенным, как у разбитого корыта, да, либо выбрать другой путь, сказать, нет, я сейчас хочу в достоинстве прожить. Это что такое достоинство к самому себе? Это как раз не идти на поводу у вот этой вот все, да, вот этих вот состояний, да, а с достоинством прожить свою эмоцию, дать ей возможность проявиться, да, ну как знаете, лев, король прерий, да, посмотреть на это и увидеть, что же на самом деле там хочет быть услышанным внутри вас. А это, как правило, всегда про силу, да, вы помните, те, кто меня давно смотрит, Овны, что часть своих эфиров раньше я для вас записи я начинала со слов «в чем твоя сила», да, то есть когда подсвечивается «в чем твоя сила», это не про преодоление упорства, это про осознание «во мне это уже есть». И для вас август такая лакмусовая бумажка, Овны, в которой вы сможете, если сделаете корректно для себя выбор, да, то есть я вам просто подсвечиваю маршрут, вы сами, взрослые люди, будете выбирать, как вам действовать, в том числе осознанно, да, и выбор между либо включиться и проэмоционировать, потерять ресурс, либо с достоинством из взрослой позиции прожить и увидеть, что на самом деле там проявляется. Вот, а кольцо фортуны, понимаете? Колесо фортуны, ну, вы знаете, те, кто смотрит Таро расклады, вот, в данном случае это развитие постепенное положительных изменений в вашей жизни, да, то есть его, как правило, в коридоре затмений мы закладываем курс нашей судьбы, нашей жизни на 6-8 месяцев, понимаете, то есть следующее затмение будет неким таким уже, знаете, как материальным, изобильным проявлением ваших решений в коридоре затмений этого августа. Вот, поэтому рекомендация от меня просто именно как от Анны: держитесь правильного курса вашего, да, то есть какой ваш курс, колесо фортуны, видите, здесь такой как бы компас, да, держитесь правильного курса для себя, не поддавайтесь на иллюзии, да, потому что все страхи, горечи, обиды — это все иллюзии. Человеки, люди привыкли играть в эти иллюзии, думая, что это настоящее, вот, но август вам подсветит, вам это подсветит, что такое настоящее, да, карта отшельник, но здесь единорог нарисован. О чем это? Чем больше сказочности, волшебности, волшебства вы себе позволяете в жизни, тем больше оно будет проявляться для вас, да, и кому это сообщение откликнется сейчас мурашками, какими-то ощущением тепла, спокойствия, доброты. Здесь, смотрите, вы сами, Овны, стоите у своего руля своей жизни, да, и это необычное, потрясающее ощущение стоять у штурвала своей жизни, да, и рулить туда, куда хочется, а не туда, куда, знаете, волной закинуло. Вот. Укрепление позиций. Сейчас вытащу ангельские номера, да, то есть если вы их будете встречать где-то в жизни, это подсказка, что вы на правильном пути. Вот. В августе состоится 3-й поток моей школы мастеров нового времени. Если вы чувствуете в себе сверхспособности, не знаете, как их развить, если вы чувствуете, что устали жить по-старому, у вас хорошо развита положительная интуиция, есть всякие покалывания, мурашки в руках и прочее, приходите, научу, как с этим всем взаимодействовать в новом времени, да, и как не отставать от эволюционного хода событий, быть, так сказать, за штурвалом своей жизни. Послание 1122. Огромный сдвиг. Личный рост, духовное развитие и цели в манифестациях, единство, связь и завершение. В первую очередь сфокусируйтесь на позитивных, положительных изменениях, которые происходят благодаря вашим усилиям. После этого расширьте свои горизонты и разрешите себе попробовать что-то новое. Но это вот ровно то, с чего я начала, да, то есть эта карта как завершает то, что я вам уже начитала с уровня энергии. Вот. И такое огромное количество положительных изменений уже для вас есть, да, и мир вокруг вас изменяется для того, чтобы исполнились ваши намерения. Овны, потрясающе, меня мурашит,
потрясающее послание для вас. Все здесь вам распечатала. Рекомендация, если сразу не поняли, пересматривайте несколько раз с каким-то, как бы время проходит, пересматривайте эти видео, потому что вы начнете понимать, о чем я говорю более точечно в привязке к событиям жизни. Вот, с вами была Анна, канал The Good Делай Добро, Добро будет. Здесь все про возможности роста и счастливой жизни. Благодарю вас и до встречи в моих следующих обзорах. Пока-пока.